Моя рубрика «Субботние поездки» или «Когда дома не сидится». Октябрь 23 года. Выходные. Решили мы поехать к замку на севере Каталонии. Увидев видео в ТикТоке или Инстаграме, что это очень красивое историческое место, Excursión al mejor castillo de Cataluña. Se encuentra encima de una colina a 633 metros de altura en pleno Parque Natural del Montseny y para llegar tendrás que andar 2,5 kilómetros. Nunca fue conquistado y está considerado como una de las grandes fortalezas de la Mediterránea. Sus vistas al macizo, las Agudas, las Guillerías y la Plana de Girona lo hacen único. дорога таки была долгая, извилистая, через горные массивы, зигзагами, но так как осень была на улице, было очень красиво лицезреть испанскую каталонскую осень в Пиренеях. Ну а когда таки добрались до места назначения, оказалось, что там только паркинг для авто, и еще нужно идти в гору полчаса, 2 километра. Ну окей, раз приехали, не разворачиваться же назад. Ну и мы пошли тренировать кардионагрузку. То, что обычно эти два человека, я и Викторовна, сидим по будням дома, а тут ходить еще и в горочку. Вот по таким... Тут нельзя ездить, там даже знак написан. Горы красиво. Покажу потом брату фото-видео. Свожу его еще раз сюда. Хай тоже походит по лесу. Добравшись до вершины, увидев остатки когда-то замка и резиденции какого-то из тысячи испанских графов, королей, вот эти вот все элиты средних веков, тогдашних депутатов, так сказать. Так как спустя столетия от замка остались только несколько уцелевших стен, мы хоть увидели макет, как это должно было выглядеть. Ну и как это выглядело раньше. Вид, конечно, с этой вершины на горы открывается безумно красивый. А вот там вдалеке где-то находится море, кстати. Прикинь, в средние века даже камеры были, вот это технологии. Красивый замок, но я видел более мощные и величественные. Насмотренный глаз за столько лет у меня уже устал и почти не различает эти различные виды замков и династий. А ведь это тоже история. Да и, к примеру, какой-то турист, американец там, приехавший и посетивший такое строение, был бы вау и в восторге от столетней истории, культуры древней Европы. Ну да, а с чем ему еще сравнивать? С молодой страной США, которой всего 200 лет. Да у меня в соседнем подъезде дома старше так-то. Так к чему я это? Резюмирую. Вид красивый, история интересная, замок ну такое себе. Добираться долго, сложно. Рекомендовал бы я это место к посещению? Да вряд ли. Есть куда более интереснее и пейзажнее места. Немного вам фактов с Википедии, с вашего позволения зачитаю. Виконт де Кабрера. Испанский дворянский титул, существовавший с середины 12 века. Помнишь «Игру престолов», сериал? Так вот, там есть дом Старков и так далее. Ну вот тут также семья Кабрера и их этот замок. Далее я тебе приведу перечень владельцев от первого до последнего. Продолжу я это видео, скипнув пару месяцев и отправившись в 24 год. Итак, январь месяц, очередная суббота. Мы с Викторовной скроллим ТикТок в поисках, куда бы поехать. Взор наш пал на место под названием Гимера и Монбланк, который испанский, в Каталонии, не путать с итальянским. Дорога, дорога и опять дорога. Я вам что, зря 20 гигабайт снимал? Сейчас буду с ними что-то типа монтировать. Вот ветряки, к примеру. Вот дорога, вот мы едем прямо. А это могли быть мы с тобой, брат, но ты в Одессе, а я в БМВ. Красивая Каталония, леса, природа, даже в январе. Тут в этом районе даже ночью минус, непривычно. Так вот, по городу, приехав. Гимера, муниципалитет в Испании, в регионе Уржель, провинция Ейда, Каталония. Площадь 25 квадратных километров, население 341 житель. Так вот, городок расположен на полпути вдоль реки Корб на высоте 555 метров. 3 пятерки, красивое число, однако. Ступенчатый город, уникальная городская архитектура, от которой удивляешься.
Уникальный стиль средневекового строительства, маленькие каменные дома, брусчатка, улицы. Сколько похожих городов я уже видел, но этот нам понравился из-за своего расположения в скале. И поднявшись по улочкам города на самую вершину к башням, да-да, опять очередное кардио, подъем вверх, одышка, вот это вот все. Открывается прекрасный вид на округи и на сам городишко. Символ города – его цилиндрическая башня, которая видна отовсюду. Это руины когда-то были внушительной крепостью в X-XI веках, построенной со стратегической функцией во времена реконкисты в старом иберийском городе для защиты данного региона. За партию региона. Я буду голосовать за партию региона. Партия региона. А я не знаю. Для защиты данного региона. Знал бы ты, сколько раз я только что повторил фразу со стратегической функцией во время реконкисты в старом иберийском городе для защиты данного региона. Иглесия де Санта-Мария. Это приходская церковь, тоже старая, 12 век постройки, а столько лет уже стоит. Кадор, наверное, строил. Сегодня я вам расскажу, не знаю, можно кричать или нет, но сегодня Лос Рейс. Трое королей, которые приносят подарки детям, а плохим детям кусок угля. Там вряд ли что-то слышно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если микрофон рукой закрываешь, то, наверное, мы сделали это, мы поднялись. Вот. Его черный хвост, это так мило. Красивый. Назумить. Там еще один сзади. Следующей остановкой в этот же ветряной январский день был город Монбланк. Недалеко, полчаса на авто, и мы уже были на месте. Но, блин, ветер и мороз, то, что для местного региона нормально, а для нас ничего себе, заставил нас быстрым шагом прогуляться по пустому городу. Ну и на улице всего лишь 2 градуса выше нуля. Муралы де Монбланк. Стены Монблан состоят из комплекса башен, порталов и стен, окружающий исторический центр города. В 1947 году он вместе со старым городом был объявлен монументальным художественным памятником. А еще красивые здесь башни. Средняя высота башен 16 метров над уровнем земли, ну не считая окружающего рова. В настоящее время можно увидеть в общей сложности 25 защитных башен. Тут мне Google подсказывает, что количество существовавших изначально башен – загадка. Ну. Очень медленно. Снимай, как ты снимаешь. Ну и закрывая день, купив теплый чай, запрыгнув назад в авто, мы в закат отправились обратно домой греться. Таким выдалась нам очередная суббота. Спартак суббота. Ха-ха-ха.